Zombie Apocalypse. Всем привет, с вами это Ниок. Сегодня у нас 4-я песня из альбома Эпики. Реагируем на Code of Life, альбом Омега. До этого у нас было уже, понятно, Skeleton Key перечислим, Seal of Solomon и Gaia. Сегодня у нас Code of Life, Код жизни. Осталось еще прилично. Я думаю, в таком темпе до конца недели, я думаю, это все закроем. Потом уже перейдем к следующим, так сказать, альбомам и к следующим реакциям. Там Powerwolf вот вышел. Посмотрим, как там люди. Можно, не можно на это, так сказать, реагировать. Поехали немножко на английском. Hello everyone, today we're gonna react to our next song of the Epic's album Omega. Song name is Code of Life. So yesterday we got Gaia, and before we got Seal of Solomon and Skeleton Key. Links will be in description. So as usual, if you want to leave English comments below, just leave it. So I can reply on them, and if you had any questions in English, I can answer it too, if I can. So please enjoy the reaction if you want, and if you don't want, you don't need to do it. So we can actually start. Поехали. 3, 2, 1, погнали. Восточная тема какая-то. Standing before our great alteration, we all are lost in the power maze. Minds contemplating around saving and life's mutation. Сильно. We are the victims of our destination. The drive within is an endless race. No cure for progress, our lives will be lost in the nation. Can we defy the code of life? We'll try to be divine. It's the origin of human life. Немножко паузы. Прикольный, конечно, такой восточный мотив. Сначала так медленно, медленно, медленно. Так, накал, накал, накал. Потом припев, да? Не то, что стандартный, так сказать, но
как говорится, в стиле, эпики в стиле все выдержано, но очень большой плюс и очень такой классный переход у них с такого медленного темпа к такому более уже роковому, так сказать, с оркестрального такого, как будто симфонический оркестр играет, да, такой бум уже к роковому переход у них, и вот этот переход у них постоянно, да, происходит и внутри, так сказать, этого не только припева, а внутри самого, господи, как это слово? Взял куплета, вот, внутри куплета это самое построение песни, да, переход, и снова, да, очень клево сделано. Ну, восточная тема давно такого вот не было, особенно в исполнении эпики. Может, я что-то где-то пропустил, но давно такого не было. Но очень клево, очень пока нравится. Поехали дальше. Why are we changing what's there by creation? It's meant to be for eternity. Will we abandon the arms of our dear Mother Nature? Seeking to deepen the glass of our wisdom, seeing a wave in the sea of life. To cure the fallen, we pay the price of greater danger. Can we defy the code of life? We try to be divine. It's the origin of human life. По идее, сейчас Марк должен залетать, да? О! Еще более быстрый переход, так сказать, еще быстрее темп, еще динамичнее, да, как только Марк залетел, пошел гроуль, там пошел еще напор, и вот, как обычно в их стиле, что когда залетает мужской гроуль, оно еще все сильнее, все напористее, все динамичнее и обратное, так сказать. Потом немножко в обратку сдают, да, и опять это мелодия Востока под, так сказать, под рок-гитары, рок-барабаны, и так далее. Рок-клавиатуры, под рок-инструменты, грубо говоря. Очень клево сделано. Очень клево. Такая... Не так часто услышишь вот эти мелодии Востока, да, в таком вот исполнении, плане. Очень клево. Can we defy the code of life? We try to be divine and live on eternal light. We can't decide the moment. We should obey the wind that's wise. We should not leave 99 октав. for the crown of life's the only
Тихо, тихо, тихо. Это уже следующая, так сказать, история. Это уже следующая история, это уже завтра. Ну, вот, в принципе, такая вот у нас история, да, получилась. Восточная история под аккомпанемент, так сказать, оперного и метал-исполнения, метал-инструмента. Очень-очень клево. Очень-очень клево. Давно таких именно стилизированных, так сказать, песен, мелодий не было, чтобы именно мелодия Востока, такого вот, да, в таком это исполнении, в таком ракурсе. Очень клево. Давно. Мне намного больше, ну, лично, как для меня, вот, допустим, понравилось больше, чем вчерашняя. Потому что первый раз слушаю, да, что Гайо, вот эти все песни, кроме, понятно, что Abyss of Time я единственный раз, ну, я не то, что единственный раз, я слышал их. И как бы неоднократно Abyss of Time, потому что там вообще бомба-ракета. Но это мы под конец, так сказать, обозревать будем. А именно вот эти, как говорится, песни. Иногда обычно как делается? Альбом, да? Там два-три клипа, там еще там от 10 там, до 12 сколько треков, там, где 8, где 12, где 10. Ну, кто как делает. У кого насколько, как говорится, хватает, кто насколько как задумал. То есть иногда вот между, кажется, вроде как бы проходными треками, хотя это никак нет. То есть иногда вот внутри таких обычных непримечательных песен, да, которые особо там не рекламировались в плане отдельно, да, как, допустим, там клипы там и так далее, то вот именно вот в таких вот песнях можно такой, как говорится, жемчужину найти в плане. Очень, очень редкая тема. Мелодия Востока, еще раз говорю, под, под таким углом еще очень давно. Я, по крайней мере, я не слышал. Может, кто-то слышал. Напишите в комментариях, где подобные вещи вы слышали, в творчестве каких групп. А так, пока, я думаю, на сегодня все. Опять же, подписывайтесь на Twitch, на YouTube, на Instagram. Стримим игрушки, развиваемся, пробуем развиваться, так сказать. Не сильно пока особо получается, но мы пробуем, не сдаемся. Так что я думаю, до скорой встречи, до завтра. Может и до сегодня. Посмотрим. Еще раз всем спасибо, всем здоровья, всем добра. Пока. С вами был Это Не Ок. До следующего раза.